Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня поделюсь секретом, как я готовлю очень вкусный полуфабрикат котлеты, потратив всего ничего в плане времени. Мне понадобится мясо, у меня сегодня говядина, можно взять куриное филе, а также чуть-чуть курдюка. Если вы любите более диетические котлеты, курдюк можете не класть. Картошка, репчатый лук, чеснок, соль. Из пряностей я положу черный и красный перец, сумах и имбирь. Вы же можете положить базовые пряности, которые любят члены вашей семьи. Кусочек хлеба, молоко и панировочные сухари. Сухари я приготовила сама, об этом поделюсь в одном из следующих видео. Также их можно купить в магазине. Они есть практически везде. Мясо и курдюк уже нарезаны. Я их помыла, положила в дуршлаг, чтобы стекла вода. С лука, картошки и чеснока снимаю кожуру и тут же кладу в воду. Хлеб замачиваю в молоке. Молоко можно заменить водой. Лук и картошку разделяю на 3-4 куска, чтобы они не застряли в горлышке мясорубки. Затем все пропускаю через мясорубку. Сначала мясо и курдюк, затем овощи, а в самом конце хлеб. Так как хлеб отлично прочищает мясорубку, я его запускаю в самом конце и даже беру больше положенного. Полуфабрикаты – это немаловажный продукт в каждом доме, а котлеты – это палочка-выручалочка для каждой женщины, особенно для занятой. Ведь бывает же так, по какой-то причине не смогли с вечера приготовить обед. Именно в такие дни нам на помощь приходят полуфабрикаты, те же котлеты. Пока варится гречка или другой гарнир, достаем котлеты и жарим. В итоге получается очень даже полноценный обед или ужин. Фарш делю на маленькие кусочки, и чтобы при жарке котлеты не рассыпались, фарш хорошенько отбиваю в руках до единой плотной массы. Придаю фаршу сперва форму трубочки, а после того, как обваливаю его в сухарях, придаю уже овальную форму, то есть самую классическую форму котлет. Я уже говорила о том, что обязательно поделюсь с вами своим опытом по приготовлению разных полуфабрикатов. Этот день настал, и я хочу подметить несколько нюансов. Советую формировать котлеты сразу после того, как пропустите мясо и все остальные ингредиенты через мясорубку. Так как если оставить готовый фарш в холодильнике и вернуться к приготовлению котлет на следующий день, то управлять фаршем будет гораздо тяжелее. А если по какой-то причине вы все-таки займетесь котлетами на следующий день, то перед формированием котлет стоит в фарш добавить чуть-чуть молока или воду, чтобы смягчить фарш и сделать его более послушным. Если вы любитель паровых котлет, то не стоит обваливать котлеты в сухарях. Советую не готовить котлеты впрок. На следующий день они не будут хрустящими, и ваши домочадцы могут остаться недовольными. Лучше пожарьте их перед обедом, то есть с печи на стол.
И самое важное, перед тем, как жарить котлеты, их не надо размораживать. Кладем в сковородку прямо в замороженном виде, иначе расплывутся. Чтобы готовые котлеты стали более устойчивыми, сначала в тарелке кладу их в холодильник на полчаса, а затем в подносе в морозильник примерно на час. Не советую класть котлеты в морозильник в тарелке, так как тарелка может лопнуть. Скорее всего, после морозильника котлеты чуть-чуть прихватят дно подноса. Не пытайтесь отрывать их сразу. Просто дайте им отойти, и примерно через пару минут вы с легкостью сможете их забрать с подноса. После морозильника котлеты отлично держат форму. Их можно распределить по герметическим мешкам или контейнерам и обратно убрать в морозильник. Вуаля! Легкий в приготовлении, очень вкусный полуфабрикат котлеты готовы. А на следующий день я решила специально пожарить пару котлет к ужину. В горячую сковородку наливаю рафинированное растительное масло и кладу котлеты. Чтобы котлеты получились хрустящими, не закрываю крышку сковородки. По 5-6 минут с каждой стороны жарю их до мягкой корочки и подаю с лечи. Лечи я приготовила сама еще летом, и Бог даст, следующим летом обязательно поделюсь рецептом. Возможно, многие скажут, но ведь можно же купить полуфабрикаты в супермаркетах? Ну, конечно же, можно. А можно приготовить самим. Ну, почему бы нет? Попробуйте приготовить такой полуфабрикат, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В каждый вторник и субботу новые видео на азербайджанском, а в четверг и воскресенье на русском. Не пропускайте. Уверяю, вы найдете много интересного на моем канале. Пока-пока и до новых встреч!